Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какими будут ваши новые отношения? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите в комментариях, сколько вам лет, какой ваш возраст, да, будем знакомиться. Итак, в каких энергиях вы пребываете? Что ж так плохо, ребят? Ну, давно такой карты мрачной не было. Смотрите, проигрывается очень такая плачевная ситуация. Это и депрессия может быть, и апатия, это нежелание ничего делать. Вы вроде бы и смотрите в будущее, да? Но как-то все равно все больше мрачных мыслей. Вот, знаете, я почему-то вот считала всегда, что люди с мрачными мыслями обычно, ну, в прошлое смотрят, да, ностальгируют как-то. А здесь вот вроде бы и в будущее, но все равно неуверенность в завтрашнем дне. Это может быть неуверенность в том, что вы устроите ту же личную жизнь. Это может быть неуверенность, у кого проблемы по работе, да. Ну, то есть вот такой период, ну, мрачнее тучи, я бы сказала. Почему так плохо? Давайте разбираться. Что такое? Почему? Ностальгия по семье. Да, скорее всего, здесь, да, проигрывается уход, разрыв от любимой женщины. Женщины, которая много чего вам дала в позитивном характере и много чего вам сделала в негативном ключе. Причем я вам скажу, что вы какой-то период жили с этой женщиной, ну, либо же встречались, кто длительно встречался, да, вы, ну так, какой-то период вы сомневались, стоит ли расставаться, не расставаться, вы взвешивали все за и против, потому что, ну, вы реально, вы любили по-настоящему эту женщину. Тем более, у кого вот дети, если в семье проигрываются, вам вообще тяжело было очень порвать отношения с этой женщиной. Потому-то вам сейчас, ребятушки, так и плохо, потому что новой женщины я не вижу возле вас, ту, которую вы бы полюбили по-настоящему. А это вот, это еще у вас остается в душе и сердце. Пусть это какие-то отголоски. У кого-то это может проигрываться, что вы еще мечтаете о ней, да, вот вы не можете ее из души и сердца выбросить. У других же, вот из вас, могут проигрываться такие моменты, что вот именно после вот этого расставания как раз вы и не хотите как-то вот вступать в новые отношения, потому что вам очень больно, вам очень обидно, у вас осадок остался, и вы уже просто опасаетесь, что вас ранят повторно. Вот есть такой вот момент, когда люди расстаются. Потом вот этот вот осадок, он очень долго может не давать покоя. И мужчины находятся в таком, вы знаете, состоянии, кто-то в поиске, такой своего рода кастинг проводит с женщинами, вот перебирает, да, вот не ёкает следующая, не ёкает следующая, да. А все по той простой причине, что очень глубокая травма после развода, плюс еще может быть, что вы не забыли прежнюю женщину. Поэтому у вас сейчас, ну, я не вижу такого, вот знаете, какого-то драйва, я не вижу каких-то таких позитивных особо эмоций. Вот абсолютно, напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот абсолютнейшее вот состояние, ну вот посмотрите, да, вот у нас выпала даже карта, вам очень не хватает семьи, очень не хватает вот именно атмосферы тепла. Не хватает той женской заботы, нежности, да, потому что, ну да, ну можно снять девочку, да, там женщину на ночь, ну и что? Но это будет чисто на автомате, физиология чисто физически. Вы уже прекрасно понимаете, одно дело, даже интим с любимой женщиной и с нелюбимой, это две разные, кардинально разные вещи. Поэтому еще этот момент очень сильно вас угнетает. Я бы даже сказала, что это основной из самых главных таких вот моментов в вашей жизни, которые, ну, не дают вам покоя. Вот именно неустроенная личная жизнь.
Итак, давайте-ка смотреть, что же будет в личной жизни у вас дальше. Вот знаете, вы ведь по жизни такой весельчак, но этот весельчак сейчас загрустил. Вы такой еще и романтичный. Вот вы готовы даже, в принципе, вы готовы, вы умеете совершать романтические поступки. Но вот теперь вы будете уже взвешивать. Вы будете взвешивать, а стоит ли их совершать. Да, вот вы безумно, вот смотрите, вы боитесь разрыва, вы боитесь опять измены, вы боитесь предательства. Еще какой-то период вы вот так вот погрустите. Говорю то, что вижу, да. Ближайшее время вы еще, ну так, пострадаете, погрустите. Что будет дальше в личной жизни? Сильный мужчина, которого сломили. Через какое-то время, смотрите, вы начнете так отходить от этих всех эмоций, но еще будете в каких-то моментах, как слепой котенок, да, барахтаться. Но уже, знаете, вот отходняк такой начнется. Вы начнете приходить в себя, начнет в вашу жизнь радость возвращаться, начнут помогать вам в этом друзья, родственники, ну то есть ваше окружение. Новый жизненный этап однозначно начнется, более светлый. Потому что то, что я увидела в начале, ну это трэш, конечно. Смотрите, кому-то из вас даже поможет какая-то вот поездка, может быть, это будет отпуск, может быть, это будет просто временная поездка, там, я не знаю, на шашлыки в палатке, да. Ну, то есть это будет смена вашего, ну, как сказать, не местоположения, смена вот эмоций вам важна. Чем быстрее вы начнете вот менять эмоции, чем быстрее вы начнете проводить время, знаете, вот с другими людьми, может быть, реально поедете куда-то, быстрее у вас начнутся отходники, вот если по-простому. Вы встретите новую женщину, да, вот именно когда вы пройдете вот этот этап негативный. Смотрите, вот вам совет еще вот от Таро, от высших сил, вот как хотите, да, и от меня тоже совет. Чтобы быстрее из черной полосы вашей выйти, вам надо сменить вот обстановку. Вот именно сменить обстановку. Куда-то, может быть, поехать развеяться, куда-то, может быть, в отпуск поехать, да, ну просто, чтобы вы не сидели в этой рутине, вот дом-работа, чтобы вы не грустили, не скучали. Тогда в вашу жизнь быстрее вернется и та радость, да, вот какой-то блеск в глазах. Хотя, конечно, это не тот блеск, который дают женщины, эмоций. Но именно в тот период, когда вот у вас такой отходничок начнется, в вашу жизнь придет новая женщина. Да, она будет тоже непростая. Да, она будет такая вот, на первый взгляд, она будет с характером. Она будет очень такая уверенная в себе. Кстати, пусть вас не пугают такие женщины, потому что, ну, у всех просто разный характер, разный темперамент, да, да, в конце концов, в жизни опыт разный. Поэтому пусть это абсолютно не пугает. Но вас, я скажу вам, это и не испугает. Вы в нее влюбитесь, вы будете готовы мчать за ней на край света. У вас начнутся и романтические отношения с ней. У вас такой период, знаете, начнется конфетно-букетный, ну, романтичный такой, да, причем женщина по судьбе, вам будет хотеться просто, знаете, вот отдохнуть даже от эмоций, настолько они будут вас переполнять, что, ну, как говорят, вот, знаете, вот влюбленный мужчина, это все, это хана и сну, и всему вообще хана. Когда вот она одна единственная существует, то это все, это трэш. Вам будет хотеться хронически поспать, потому что, ну, после бурных ночей, так сказать. Вам будет хотеться отдохнуть, но это будет такая, знаете, любовная, позитивная усталость. Именно я еще делаю акцент после того, как вы отойдете. Смените, пожалуйста, обстановку.
Вот прислушайтесь, ребят, прислушайтесь, куда-то съездите, где-то, пусть, я не знаю, на 2-3 дня, может быть, с друзьями, на шашлыки, вам станет легче, вы увидите, вы почувствуете, как вам стало, ну, легче дышаться, что ли. Вот именно смена обстановки, и с этой сменой обстановки придет новая женщина в вашу жизнь. Да еще и как придет. Она не то что придет, она ворвется в вашу жизнь. Женщина, причем судьбоносная. Но опять же, вы будете какой-то период сомневаться, да, вот вроде бы и все хорошо, но вы же любитель себя накручивать, да, но если так по-честному, вы же будете опять, а вдруг, а если, да, а если бы да кобы, да во рту росли грибы, да. То есть отбрасываем все сомнения, отбрасываем все вот эти самовыносы мозга. Вот не нужно акцентироваться на каком-то негативе, абсолютно. Посмотрите, ну четко, да, вот, ну эта карта, ну вообще, ну у меня нет слов. Она сама за себя говорит, что, ну радость вернется в вашу жизнь с этой женщиной. Хоть да, она будет такая, может быть, и холодноватая по психотипу, может быть, в чем-то она и жестковата, она не будет особо сюси-пуси, да, но тем не менее вы оживете с ней. Вы вспомните, что такое любовь, вы вспомните, что такое романтика, вы вспомните, что такое страстные ночи, да, не только ночи, но и дни. То есть я могу вас уверить, что ну, это как бы ваша, знаете, вот несбыточная мечта такая. Многие из вас мечтают, я знаю, встретить хорошую женщину. Я читаю все ваши комментарии, вы знаете. Это будет вот ваша несбыточная мечта, она сбудется. Сбудется именно как раз эта женщина появится, кардинально изменит вашу жизнь, кардинальнейше. Так, еще такой момент, вы опять же, смотрите, вы будете бояться и ломать голову, ну, конечно же, ну, кто бы, вы будете очень бояться ее потерять. Вот такой момент. Туз кубков у нас выпал, да, здесь однозначная любовь, взаимная любовь. Вы будете бояться, чтобы она вас не бросила, чтобы не ушла, да. Ну, вот эти вот ваши тараканы, извините за такое сравнение, ну, они неистребимы. Уже довольно во многих раскладах это выпадало. Но вот вы будете сами себя накручивать, сами себе вот мозг выносить, да, из-за этой вот любви. Не нужно, не нужно. Вот я вам заранее говорю, когда появится такая женщина в вашей жизни, абсолютно никаких накручиваний, никаких негативных мыслей, да, вот вы прекрасно знаете, что мы хотим, о чем мы думаем, о чем мы говорим, да, мы то и притягиваем в свою жизнь. Поэтому только позитив, настрой на позитив, потому что, ну, сейчас то, что я увидела в начале расклада, ну, это трэш, конечно, это так. Я не знаю, конечно, не хочу в эфире такие слова говорить, но это кошмар кошмарный. Поэтому в вашей жизни будут потрясающие отношения, потрясающая женщина, бурные страсти. И, наконец-то, вернется счастье, любовь и покой в вашу жизнь. Хоть и такой покой, знаете, относительный, потому что с этими страстями особо покоя не будет. Ну, в хорошем смысле слова. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!